Вот что мне точно всегда в кейкарах нравится, что в них садишься и прямо сразу к ним прирастаешь. О, у нас с двумя зеркалами козыречки. Хорошо, хорошо. Ощущение такое уютное, ты в такой коробочке сидишь. Ну, давайте, погнали. Все-таки заценим вариаторные ощущения. Сильно ли все это дело изменилось с прошлого поколения. Хотя я уверен, естественно, ничего не особо не поменялось. И там машинка тоже поехала. Итак, всем привет! Сегодня мы рассмотрим поближе Daihatsu Move 6-го поколения. Чуть ли не самый популярный кейкар из тех, что сейчас везут из Японии в 2023-м. Современный, красивый, крепкий и даже, походу, не тормозной. Педаль газа отзывчивая, неплохо. Есть, естественно, сейчас у всех это есть, всюду уже натолкали. Система вот эта старт-стоп, эко-айдл, да, то есть она будет глохнуть у нас, если мы будем останавливаться. О, слушайте, по гребенке-то прям ощутимо. Но это еще, знаете, это еще, конечно, сказывается то, что колесики небольшие, то есть у него 14-е колеса и узкая резина. Это все чувствуется, он такой жестковат, однако я думал, он более вальяжный. Слушайте, а вот я уже до 100 довел. Мне, честно говоря, кажется, что по трассе-то на ней вполне можно нормально ехать. Она достаточно стабильная на дороге. Не чувствуется такой легкой машины, что ее прямо с дороги что сдувает. Вот мимо нас фура пролетела. Похрен вообще. Чувствуешь себя человеком, да? Вообще он меня бесит. Конечно, в то время как новые машины там в каких-нибудь премиальных салонах могут стоить десятки миллионов рублей, купить свежий автомобиль за цену до миллиона, я считаю, это ценно. Цены на них очень сильно разнятся, то есть нужно учитывать, что началось поколение это в 2015 году и до сих пор оно есть. То есть недавно произошел рестайлинг, но он опять же не сильно критично повлиял на техническую часть машины, немножко другие фонари, другие фары, там чуточка там по мелочи какие-то изменения. Габариты у Daihatsu Move в 6-м поколении остались те же, ну на считанные миллиметры, разве что он стал подлиннее. Двери Daihatsu Move по-прежнему открываются на угол 90 градусов, то есть удобно в салон падать, что спереди, что сзади. Начинаются цены, в принципе, от 500 тысяч, совсем, если ушатайку какую-нибудь найдешь с оценкой R. Ну, усредненно, можно сказать, цену от 600 тысяч. Обычно, ну как вот относится к маленьким машинкам, да, к классу кейкаров, что они небезопасные. Конечно, я вам всегда говорю, что это неправда. Безопасность у кейкаров на высоком уровне. Просто у всех ассоциация такая, если не крузак, то все, прям вот в случае ДТП, все, кранты тебе. Нет, на самом деле у них полным-полно подушек, у него и передние, и боковые, там всякие разные, полным-полно подушек, но и кроме того, особое устройство кузова сейчас. Ну, я имею в виду вот в 6-м поколении Daihatsu Move. Здесь, уже в этом поколении, используется та самая кузовная система D-Monocoque, D-Frame, которую изначально использовали для кабриолета Daihatsu Coupé. Ну, знаете, без крыши такая маленький такой кабриолет. То есть у машины кузовные панели цельные. То есть, если вот, допустим, вот разобрать вот ее пластмассовые крылья, убрать там вот ее всю раздеть, там будет цельная боковая панель без сварных соединений. Цельная вот передняя часть, то есть она как бы состоит такая коробочка из цельных частей. Соответственно, это очень сильно повышает прочность. Во-первых, ну, даже при езде это чувствуется, да, то есть на скручивание кузов крепче. И, естественно, повышается безопасность при боковом ударе. У нас пластиковые крылья передние и дверь багажника. Если вот взять у обычной какой-нибудь машины, даже вот, например, у моего микроавтобуса, отцепить дверь багажника, вы ее нахрен от пола не оторвете. Она весит тонну, это тяжеленная деталь. А здесь она просто вот, и поднимается. Вот она, пластмассовая. Пластмассовая не весит нисколько прям вообще. Кстати, обратите внимание на вот эти фонари-то, а гляньте, диодные фонари с такой классной, такой красной полосой. Раньше это была характеристика дорогих премиальных каких-то машин. Вот эти были всякие диодные полоски, Audi какой-нибудь там, Мерседесы. А сейчас у обыкновенного японского кейкара и то уже может быть такая хорошая оптика. Лючок бензобака, приколитесь, пластмассовый. А вот это металлическая. А лючок пластиковый. Особое внимание хотел бы уделить багажнику, потому что он здесь на удивление просторный, даже когда
сиденья подняты. Ну и, естественно, их можно положить. Ну, это понятно. Обычно мы вот эти крышечки убираем, поднимаем. Ну, или бы они вот тут вставляются, их можно просто поднять. Здесь охренеть какая глубокая ниша. Вот это вот типа техническая ниша. Понятно, что запаску сюда не сунуть. Тут, естественно, вот этот ремонтный набор, как обычно бывает. Сюда можно напихать дополнительного какого-то груза, который не связан с вот этими техническими принадлежностями. Плюс мне нравится тот момент, что сиденье можно двигать вот в таком положении. И, соответственно, вот эти вот накладочки пойдут вместе с ними. Здесь, самое главное, не образуется щель, а образуется вот такое гладкое пространство для грузов. И, кстати, я вот вообще так смотрю на современные машинки, особенно на кейкары. У них, если вот ты заглядываешь туда, куда ты особо заглядывать не должен был, они не особенно заморачивались декоративными какими-то такими вопросами. То есть вот половое покрытие просто вот обрезано по форме, а окантовки на половом покрытии никакого нету. Но это... Сейчас такая тенденция, да, упрощение вот это повсеместное. Расстояние от спинки заднего сиденья до спинки переднего сиденья, даже если у нас максимально придвинуто переднее сиденье назад, практически метр, даже чуть-чуть побольше. И сидеть сзади абсолютно нормально человеку абсолютно любого роста. Я вам всегда говорю, что кейкары только внешне кажутся маленькими, а внутрь спокойно можно сажать людей, ну, как минимум до 1,90 м ростом, тем более они обычно с высокой крышей, они, видите, высокие коробочки-то сами по себе. Так что нормально. По салону он мне спереди очень нравится. Во-первых, вот эта вот облицовка под полированный алюминий, вообще замечательно. То есть, знаете, придают машине какую-то взрослость, хромированные ручечки, вот как в былые времена. Daihatsu Move в этом поколении есть более богатая версия Custom, как у нас, а есть еще Custom Hyper. Оно отличается другими, значит, фарами, другой оптикой, отличается немножечко другой отделкой салона, то есть, например, кожаный руль там может быть, и там другие сиденья со строчечкой, прикиньте, в кейкаре. Давайте я по всяким мелочам пробегусь. Допустим, начну с приборки. Приборка вообще сейчас в этом кузове выдающаяся. Вот давайте стартанем. Ну, естественно, стрелочки тудым-сюдым, приветственные какие-то моргания, ну это понятно. Она даже показывает вам, в какую сторону у вас вывернуты колеса, то есть, чтобы вы понимали, допустим, если вы сейчас поедете, то поедете куда-то, чтобы вы случайно в стену не въехали, ну определенно понятно, для кого это сделано. На экранчике здесь можно выбирать различные режимы того, что здесь будет показываться. Естественно, я вам, конечно же, должен сказать, что все на японском, но серьезно, там не так много фраз, не так много слов, чтобы вы их, ну, никак не смогли выучить. Можно все это перевести, выучить и знать, что конкретно, какая кнопка за что отвечает. То есть, несложно это совершенно, это не проблема. Они, конечно, достаточно неплохо напичканы системой безопасности, она даже контролирует полосу. Но, естественно, это все работает при условии хорошей разметки. Естественно, вот у нас в Сибири, Ангарск, Иркутск, это с разметкой все очень плохо. Особенно зимой она тоже, естественно, работать не будет. Поэтому, ну, типа функция есть и хорошо, да, понятно. Сиденья независимые друг от друга, то есть можно регулировать, видите, независимо друг от друга. Существует под низом кармашечек, причем специально для русских, видимо, для тех, кто любит нарушать правила, так скажем, написали огромными буквами, что сюда больше 2 килограмм ничего не суй. Есть достаточно хороший глубокий подстаканник справа, замечательный открывающийся подстаканник слева. Очень понравилось, что есть 2 бардачка, то есть один сверху, он не сильно глубокий такой, ну нормальный, бардачочек да бардачочек. Но вы посмотрите, у него плавное открывание большого бардачка, причем его даже, смотрите, одним нажатием так щелк, и он плавно опускается. Кармашек есть здесь, вообще глубоченный, но это определенно под мобильник, да? Даже вот длинный Сиомка запихался туда и не мешает рычагу. Нормально. Вот мне, кстати, всегда не хватало места нормального под мобильник. Снизу есть большая полочка. Снизу еще вот здесь есть полочка. Кстати, если посмотреть в каталог, они почему-то предполагают, что в эту полочку надо компакт-диски складывать. Приколитесь, в 2023 году, а? Диски туда надо складывать. Хотя неудивительно, диски у нас здесь используются вовсю. Но будешь сама закрываться? О, красава. Ну все, погнали, да, нормально, все, диски будем слушать на сенсорной панели. В Японии, видимо, до сих пор популярно на дисочках гонять. В идеальном качестве флаг, видать, слушают все японцы, да, так что ли получается?
AUX-то тут есть? Как выяснилось, с AUX нас побрили, но, по крайней мере, есть USB-шный порт, HDMI-ный порт. Соответственно, можно с мобилки что-нибудь подключить, все равно поиграть, воспроизвести как файл, видимо. Обратите внимание, что камера заднего вида, в зависимости от того, как ты поворачиваешь руль, у нее шевелятся там полосочки. То есть это не просто так, знаете, рамочка, которая совсем в дешевых версиях подобных камер. Хотя, честно говоря, ну какие могут быть проблемы, когда ты паркуешь вот такую маленькую машину? Это тебе не пикап какой-нибудь огромный или джип-внедорожник парковать. Смотрите, сейчас факел, он не только факел, у него еще такая пипка для того, чтобы стекло разбивать там, если что. Тут, вон, видите, тут инструкция-то, конечно, такая... Ну, все понятно сразу становится, когда такое смотришь, но... Ну, что-то вот новенькое, конечно, это всегда интересно. Раньше такого не было. Стояночный тормоз с третьей педалью. Сразу вдруг подумалось, а почему бы вам не сделать его еще и на механической коробке, раз у вас есть пространство под третью педаль. Но нет, сейчас все эти машинки делают на вариаторе в любой версии. Хотя они бывают и переднеприводные, и полноприводные. Бывают переднеприводные турбовые, и полноприводные турбовые, и атмосферные. Ограничение у нее до 140, но мне кажется, на ней самото комфортно ездить по правилам. 120. Там 120 это прям край вообще. Я и ехал 120, на Амурскую дорогу заехал 140. Да, он выше держит обороты, когда Power включен. Просто ты даже когда плавно едешь, обороты повыше. Ну, видимо, чтобы ты в нужный момент успел накрутить их настолько, чтобы обогнать. Не, ну все-таки лежаки жестко проходим. Такое ощущение, как будто мы на Хонде, знаете, а не на Дайхатсу. Кстати, не так шумно, как я ожидал. И вибраций я особо не чувствую, хотя здесь обыкновенный трехцилиндровый дайхатсовский мотор. Хотя по-прежнему маленький, 0,7 объемом, естественно. Мощность стандартная, 52-64 в зависимости от настроек мозгов и от комплектации. То есть это стандартная мощность для кейкара, да, то есть у всех у них одинаково. Но двигатели Daihatsu, кстати, как и двигатели Suzuki, считаются одними из самых надежных вот из таких маленьких трехцилиндровых. В принципе, многие, кто ездит на кейкарах от Daihatsu, знают, что кроме просто хорошего масла, этот мотор ничего больше особо и не хочет. То есть, да, естественно, он маленький, да, естественно, у него тоненькие каналы, он, конечно, не любит, когда его будете менять масло раз в 15 тысяч, а лучше хотя бы менять раз в 5, но в любом случае это единственное, что нужно с ним сделать, единственное, что о нем нужно знать, да, чтобы от него не иметь проблем. Удивился, что нестандартные пипки вот эти все, открывание капота, багажника. То есть, смотрите, вот эта слева большая, вроде бы ожидалось, что это капот. Но нет, это бензобак. Капот это вот справа пипка. Классно, что у него капот теперь вместе с решеткой. Обычно очень мало места, очень маленький проем для обслуживания двигателя у кейкаров. Но здесь хотя бы за счет того, что капот с решеткой, пространства больше. Трехцилиндровые моторы трясутся всегда, это норма. Это чуть ли не самые несбалансированные движки. Но хорошо, хоть эту тряску в салоне не чувствуется. Я, конечно, понимаю, что для обгона машина не особо приспособлена. Обогнать уверенно мы можем только что-то типа такого. Потому что остальное может оказаться, что будет ехать слишком быстро. Но это получилось. С трактором мы справляемся как запросто. Да нет, действительно, вот человек вот привез ее своим ходом с Владивостока и абсолютно не устал. Я бы сказал, есть кейкары типа Suzuki Alto, например, ты помрешь уже даже не то что за 5000 километров, а после первой 1000 ты уже скажешь: все, спина прощай, ноги прощай. А здесь нормально. Естественно, не вижу смысла замерять разгон, он будет в районе там секунд, я думаю, 15. Но в любом случае мне нравится именно подрыв с нуля, скажем, до 60. То есть вот именно этот промежуток, который будет чаще всего использоваться при езде на этой машине, он классный. В общем, я не удивляюсь, что это сейчас один из самых продаваемых кейкаров в России. Их везут прям в
в большом количестве, я бы так сказал. Хотя мое все-таки такое субъективное мнение, что кейкары от Suzuki всегда поинтересней. Ну, в любом случае, это очень популярная машина, и это неудивительно. Действительно, в этом поколении Daihatsu Move, ну, кейкар удачный. Если есть у вас какие-то комментарии по этому поводу, обязательно пишите под роликом, заглядывайте в описание, там много полезных ссылок. Ну, подписывайтесь на канал и всем пока!